Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя. И в сегодняшнем видео хочу показать вам, как сделать очень популярный новогодний декор в виде сапожка и подарка. Сделать их своими руками очень просто, а делаются они буквально из мусора. И для первой идеи мне понадобится пластиковая бутылка и картон. Отрезаю донышко и укрепляю его картоном, потому что у меня бутылка из очень тонкого пластика и вминается буквально при каждом нажатии. Точно так же вырезаю картонное донышко для голенища сапога. И вклеиваю пенопласт, чтобы в нем было удобно крепить композицию. У меня была еще вот такая круглая крышечка от мороженого рожка. Но если такой нет, то округлую форму можно придать с помощью пищевой фольги. Заполняю ей пустоты, чтобы сделать более плавный переход. Чтобы выровнять и дополнительно укрепить заготовку, оклеиваю ее газетами. Если еще понадобится, то можно добавить объем и картоном, и также оклеить его салфетками. Чтобы обозначить меховую опушку, приклеиваю полоску белой ткани. Обычно такие сапожки обтягивают тканью, и это, конечно, будет более простой вариант. Я же хочу получить именно кашпо, поэтому буду покрывать шпаклевкой. Там, где будет меховая опушка, нанесла более толстый и неравномерный слой. После высыхания зашлифовала мелкозернистой наждачкой только сам сапог, не трогая меховую опушку. В краску добавила сухую шпаклевку. Она не только создаст красивую фактуру, но и дополнительно скроет мелкие неровности. Чтобы получился вот такой равномерный однородный цвет, мне понадобилось 2 слоя. Подошву тоже можно покрасить в цвет основы, ее не будет видно, но я решила сделать ее черной. Решила еще покрыть сапожок кракелюрным лаком. Как и сказано в инструкции, выждала 2 часа после его нанесения и уже потом покрасила более светлой краской в один слой. Мех можно так и оставить матовым, а я решила покрыть его блестками и слюдой. Сапожок сам по себе получился очень красивый, и в нем будет смотреться любая, даже самая простая композиция. Я к нему ничего приклеивать не буду, чтобы на следующий год можно было собрать новую композицию. Этот мишка был невнятного такого бежевого цвета. Я его в прошлом году перекрашивала. Видео совсем коротенькое, поэтому оно есть только в моем инстаграм. Можете полистать ленту, если интересно. Саму композицию составляю только из готовых веточек и добавила шишки, которые приклеила на проволоку. Я их покрасила золотой краской и немного заснежила, чтобы они смотрелись более органично. И переходим ко второму DIY.
Для изготовления подарка я взяла тетрапак от сока. Отмеряю, чтобы у меня получился кубик. И чтобы он был более прочным и не заминался, набила его мятой бумагой. А сверху оклеиваю салфетками. После их высыхания покрасила белой краской для того, чтобы оклеить декупажными салфетками с красивыми пуансетиями. Кстати, крышку я сделала из тетрапака от кефира. Он немножечко шире и как раз идеально подошел сюда по размеру. Всю поверхность сразу не получится аккуратно оклеить, поэтому я сначала жду, пока высохнет донышко, а потом уже оклеиваю бока. Сначала хотела оклеить подарок вот такой лентой, но принт слишком яркий и заглушает рисунок салфетки. Но такая ширина мне подходит, и я решила сделать объемную ленту только из мягкого фетра. А чтобы она была еще более объемной, приклеиваю 2 слоя. Хоть я выбрала зеленый цвет фетра, но он не сочетается по оттенку с листиками. Его можно перекрасить или оклеить гофробумагой. Склеиваю объемный бант и его точно так же оклеиваю. После высыхания покрываю глянцевым лаком. Акрилюрный лак наношу только на ленту. Спустя 2 часа наношу 1 слой более светлой краски. И уже после того, как он высохнет, прохожусь полусухой кистью цветом античное золото. Приклеиваю крепление от елочной игрушки и дополняю его тычинками и ягодками. Вот такие простые идеи хотела вам показать сегодня. Надеюсь, что видео вам понравилось, и если это так, то поддержите, пожалуйста, его лайком. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых роликов. Сейчас они выходят очень часто, по 3 видео в неделю. Спасибо за просмотр и до скорой встречи!